Утро началось у меня с темного пейзажа. Как-то даже непривычно было. Я, наверное, не сказал, что в Финляндии другое время. То есть в Финляндии время на час вперед идет, как в Прибалтике, в Эстонии, в Латвии, в Литве. Получается, у меня по таке 4 было, а уже по-фински было 5. Дорога была пустая, свободная, погода так себе. Местами дождь моросит, где-то еще что-то. 2 часа мне было чуть меньше доехать до выгрузки. Выгрузка примерно была, система такая же, то есть подошел на КПП, зарегистрировался. И только единственное, что за мной сопровождение не приезжало, а мне дали карту, и я по карте поехал на выгрузку. Вначале сразу тоже на весы заехал, встал, взвесился, поехал на выгрузку. Вот, выгрузил свои эти болванки. И на обратном пути так же само заехал на весы. Вот. Территория более напоминающая наши страны. Такое все угрюмое, старое такое, страшненькое. Что-то мне напомнило какие-то края, короче. Затем 170 километров было до загрузки. Загрузка металлом. На фирме я в 2 точках нужно было загрузиться. В первой точке загрузился, а во второй в ангаре была загрузка и висел значок, что не фоткать, не снимать видео. Ну, я, в общем, не стал нарушать эти запреты. Ну, там ничего, мне просто добавили там 19 палет на европалета груза такого. В ящиках, в общем, как запчасти металлические. Я думаю, многие возили такие, знаете, там запчасти для автомобилей там. И для грузовых, и для легковых. То есть на палетах такие вот невысокие ящики ставят. Ну, на разгрузке, кстати, может быть, видос будет заканчиваться как бы разгрузкой. Полный путь. Вот первый день загрузка паром, второй день путь по Финляндии и паром. Ну и третий день съезд с парома и разгрузка. Я пока еще не знаю, куда приходит паром. Либо в Стокгольм, либо в Капель. Там, где я в Херентесе постоянно был. Вот, если в Капель, то, может быть, встречу старых коллег. Ну, это я уже узнаю на регистрации, куда он там идет. Все, до парома мне с загрузки целая смена выходит. 330 километров. Когда ехал на выгрузку, въехал в город Пори, ну, надеюсь, правильно его называю, и попал на мост 3,6. Но перед мостом был поворот направо. Как бы знаки никакие ничего не висели, что там как, куда, зачем, но навигация вот почему-то не вела. У меня параметры стоят 4 метра высота, но вот произошел такой вот какой-то конфуз. Ну, я ушел сразу направо. Так прикинул, что будет примерно логично, где-то там выеду. Ну, так оно и произошло. То есть мост этот был железная дорога над дорогой, а я потом железную дорогу проехал по земле просто-напросто. Вот и все. Что хочу сказать. Дороги в Финляндии похожи на шведские. Также есть и как в виде автомагистрали двойные. Также вот и обычные. В основном лесной массив кругом. Дома, строения немножко похожи. Ну, не немножко, а очень сильно похожи на шведские. Единственное отличие идет в названии заправок и магазинов. Все разные. Единственное только название, которое вы увидите, наверное, уже в любой стране Европы, и Скандинавии, и Англии, это Lidl. Вот, Lidl, везде Lidl. Зверя пока никакого мне не встретилось. Трафик маленький, как бы очень удобно ехать. Ну, погода, правда, такая сегодня, как бы говно, мягко выражаясь. Паром в 22:45 будет ночной паром. Порт у нас другой совсем будет. Я вам на карте вот примерно покажу, как я передвинулся по Финляндии в этом рейсе, чтобы все понимали. И паром приходит где-то в 7-8, если я ничего не путаю, утра в Швецию. Ну, сейчас на регистрацию приедем в порт, все выясним. Я думаю, это запасная такая посадочная полоса в случае экстренной посадки самолета. В каждой стране, в каких-либо местах находятся такие полосы. У нас я знаю, что на М1 в Минске, в Беларуси можно садить, и на нашей бетонке Слуцк-Минск. Ну и здесь что-то тоже, я думаю, из этой кухни.
Там что-то очень гигантское. Я так понимаю, в процессе стройки еще. При подъезде к порту следуйтесь руководством этих знаков. Вот, первый чекин. Я пошел зарегистрировался, мне дали такие бумажки А4, типа билеты. И неправильно вбили мой номер. С первого раза у меня заехать не получилось. Я пошел, мне поменяли номер тягача, имею в виду. И со второй попытки я успешно заехал. Стал в линию, и все. Ждем паром. И опять посмотрим, что интересного смогу я вам показать на пароме. Вот. Ну и затем уже съезд парома и погрузка. Небольшой кораблик. Я так понял, чисто грузовой будет. Легковушек не будет. Так что я думаю, сервис будет тоже так себе. И еды такой, как на том пароме, здесь не видать. Но посмотрим, может, я ошибаюсь. Очень на это надеюсь, по крайней мере. Контроль работает на съезде в Финляндии. И рентген, очередь себе там уже насобирал. И здесь проверяют собака и груз, кабину. Ну, собаку в кабину не запускают, только в груз. Документы проверяют выборочно. А на рентген четенько по списку всех загоняют. Что ж, засунули меня на низ. С 30 тоннами, конечно, это они вообще молодцы. Придумали. А, здесь низ у нас сквозной. Все, я-то думал, здесь немножко другой паром. Я думал в подвал, когда я катался с этого, с Эстонии, в Херентесе, когда был. А нет, все-таки здесь есть еще низ. Ну вот я не знаю, как они так распределяют. Ну это же дебилизм полнейший. Так, у меня одна лапа сломана. То есть она у меня до конца не засовывается. И мне нужно аккуратненько спуститься, завтра подняться, и чтобы ее мне не добить. Это не я ее погнул, это кто-то до меня. Тоже отлично, что двери спокойно откроешь. Тоже ресторан. В принципе, можно ходить, набирать, сколько влезет. Ну, у меня первый курганчик готов. Вот это вот скандинавская сцепка, так скандинавская сцепка. Каюта примерно такая же, ну, немножко как бы поуютней. Ну, по размеру я имею в виду, что одинаково почти, да? Тоже столик, телек, все. А, ну здесь душ больше, гораздо просторней. Туалет с душем. Вот так. Что ж, наступил третий день моего пути. И походу я все проспал. Но сейчас выйду, посмотрю, где я вообще. Потому что объявляли, что час остался до приплытия в Капельскар, кстати. Вот. И что завтрак у нас. Вот. Пойдем посмотрим, что там. Что тишина, как будто все уже ушли. На 11 этаже столовка. Ну и там окна можно посмотреть. Игровая, кстати, зона. Слушайте, еще идет он уверенно. Уверенно еще идет. Поэтому спокойно пойдем позавтракаем. Так, ну вот вам развлекухи. Можно поиграть в аэрохоккей.
повытягивать призы и игровые аппараты такие. 2 евро. Стоит 2 евро одна игра. Магазинчик небольшой. И аппарат можно пошпилить. Кто любит. Забыл я свой мех, поэтому за звук извиняйте. Не знаю, почему вертолетная площадка открыта. Обычно она закрыта. Вот. Ну, значит, позавтракал я скромно, потому что я не люблю завтракать, особенно на паромах такого типа. Ну, там еда вот эта вот ихняя. Котлеты эти полуфабрикатные, сосиски какие-то, яйца, ну, я не. Я кашки, вон, арбуза соком запил и нормально. Так, ну все, мы в Капеле почти, поэтому я пошел за рюкзаком. Да, здесь жарковато. Я сейчас представляю, что там в кабине происходит. Нужно будет, наверное, заводить тягач и не дурить мозги с кондеем. Вот про что я вам говорил. Про эту корявую лапу. Кто-то ее четенько одну замял, и теперь она, естественно, до конца не заходит. Поэтому сейчас мне крайне аккуратно нужно про нее не забыть. Ну, то есть подушки приподнять на жопе. Бесит 43. Ну, как раз 11 часов, видите, на пароме выходит. Единственное, что я сделал, это когда я приехал, зарегистрировался, заехал, стал в линию, я закрыл страну, потому что у меня общее время закончилось бы, когда момент был бы заезда на паром. Поэтому закрываете страну и потом также стартуете, заезжаете, ставите паромчик. И здесь только сейчас я буду съезжать, сразу я уже начало страны поставлю Швецию перед стартом при выезде из парома. И все, то есть все законно, все легально. Посидел я, подумал. Еще какая-то херня начала шуметь, и я завел тягач, чтобы работал кондиционер, потому что реально в машине душно на низу. 12 часов получилось на пароме. Что-то там очень он долго к берегу пришвартовывался. И вот только сейчас начали всех выпускать. Поэтому сейчас уже стартанем. Вот сейчас мне главное на выезде лапками-то, лапка это и не зацепиться. Так, вроде нормально прошел. Все отлично. Ну что, Капель. Как-то так. Ностальгия. Целый год тут почти я тусовался. Ну что, проедем, посмотрим. Может, Херентеса кого найдем. Все-таки уже 7:30, пора просыпаться. С шефом разговаривали на выходных. То говорил, что сейчас должна по осени работенка немножко поинтенсивнее пойти. Ну и в плане разнообразия должно появиться. Так, Херентеса что-то и нету никого. Прицепы только стоят. Только стоят прицепы. Ну, значит, я даже не буду и заезжать на площадку. Да, никого там из Херентеса нет. До выгрузки 208 километров. Город Копинг у нас. Нам 1 километр до выгрузки. Камеру я убрал с лобового, потому что солнце в нее пяче. И вот поставил сюда и думаю, видно ли там что-то или нет. У нас название фирмы ровно такое же, как было и при загрузке. И я так понимаю, это тоже будет большой какой-то, возможно, завод.
предприятие. Так, Яра у нас здесь есть, я вижу. А нам нужен Тибнор. Za 400 Тибнор. metrów. Miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Изучаю польский. Вот у нас, наверное, и заезд. Miejsce docelowe jest po prawej Unloading. stronie. Loading next gate. Так. Что-то там разгружается. Здесь что? А, там загрузка, здесь выгрузка. Все, здесь мы останавливаемся и wait for forklift. И ждем, а вон он уже ко мне едет. Спросил у меня первый раз, здесь я или нет. Я сказал, что первый. И отправил он меня вокруг всех зданий. И там он меня за зданиями встретит. Что ж, груз довез в целостности и сохранности. Вот так это дело все выглядело у меня. Задние еще палеты тоже 2 ремешка было. Вон там, где замки висят. Там подкреплял я еще. И, значит, тоже замки не мешали закрытию дверям. Ни один. Вот. Здесь вот можете посмотреть. То есть специально я просил, чтобы толкали лучше палет. И у меня выходило место. Значит, наверное, нужно было добавить особенно качественно крепить груз, когда вы знаете, что у вас будет паром. Потому что паром дело такое. Вот как меня спустили вниз и поднимался вниз, могут быть сдвиги груза, так и попасть тупо в шторм. Вот такой получился рейс. Круга рейс. Швеция-Финляндия, Финляндия-Швеция. Как вам такие поездки? Пишите ваши вопросы, комментарии. С вами был Федор. Всем спасибо. Пока. Sua ei voi vangilla, hei polta, polta, rakkausta kuono, pelua ja vainoa,